Представьте себе тихий вечер. Вы выходите на улицу, поднимаете голову и видите звезды. Тысячи маленьких огоньков. Они выглядят как россыпь ярких точек на темном фоне. И кажется, что они совсем рядом. Визуально они воспринимаются как близкие объекты. Но это оптическая иллюзия. Самая масштабная иллюзия в наблюдаемой Вселенной. На самом деле, между любыми двумя звездами огромное расстояние. Оно настолько велико, что человеческий мозг с трудом его осознает. Наша эволюция не подготовила нас к таким масштабам. Мы привыкли к земным расстояниям, от миллиметров до тысяч километров. Поэтому наш глаз не различает глубину на межзвездных расстояниях и воспринимает близких соседей там, где на самом деле огромная пустота. Сегодня мы разберемся, почему расстояния между звездами такие большие, почему космос такой пустой, почему звезды не расположены ближе друг к другу. Мы пройдем путь от физики газовых облаков до космологических масштабов, от рождения звезды до эволюции галактик. В видео будут цифры, но они будут переведены на понятный язык. Примеры и образы помогут осознать масштаб. Давайте сразу перейдем к конкретным данным. Возьмем самую близкую к Солнцу звезду. Она называется Проксима Центавра. Проксима в переводе с латыни означает «ближайшая». Расстояние от Солнца до Проксимы Центавра составляет примерно 40 триллионов километров. 40 триллионов – это 40 миллионов миллионов. Это число изображается как 4 с 15 нулями. Если написать его на бумаге, оно займет всю строку, но даже тогда осознать его трудно, потому что человеческий мозг не оперирует триллионами в повседневном опыте. Мы уверенно работаем с тысячами. Миллионы и уже сложнее, а триллион – это абстракция. Поэтому переведем триллионы в более понятные величины. Возьмем свет, скорость света в вакууме – почти 300 тысяч километров в секунду. За 1 секунду свет облетает земной шар 7,5 раз. За 1 минуту свет преодолевает почти 18 миллионов километров. За 1 час больше миллиарда километров. За одни сутки 26 миллиардов километров. И все равно. Чтобы долететь до Проксимы Центавра, свету нужно больше 4 лет. 4 года непрерывного движения на максимально возможной скорости. Это означает, что когда вы смотрите на Проксиму Центавра сегодня ночью, вы видите ее не такой, какая она сейчас. Вы видите ее такой, какой она была 4 с лишним года назад. Если бы на Проксиме взорвалась сверхновая, мы узнали бы об этом только через 4 года. Все это время звезда уже была бы мертва, но мы бы этого не знали. Вот что означают межзвездные расстояния. Скорость света – это физическое ограничение. Информация не может распространяться быстрее. Но свет – это быстро. А что насчет космических аппаратов? В 1977 году человечество запустило 2 зонда – Voyager 1 и Voyager 2. Они до сих пор летят, и это одни из самых быстрых объектов, созданных человеком. Voyager 1 движется со скоростью около 17 км в секунду. Это в 20 раз медленнее, чем свет, но для земных мерок это очень быстро. За час он пролетает больше 60 тысяч километров. Это почти 2 витка вокруг Земли. Сколько же времени понадобится Voyager 1, чтобы долететь до Проксимы Центавра? Примерно 70 тысяч лет. Осмыслим эту цифру. 70 тысяч лет назад на Земле еще не было земледелия. Люди не строили городов, не было письменности. 70 тысяч лет назад наши предки, неандертальцы и кроманьонцы, только начинали осваивать пещеры. Вся документированная история человечества, все фараоны, все войны, все изобретения, все революции, овладение огнем, колесо, паровой двигатель, компьютеры, интернет. Все это лишь маленький отрезок на пути Voyager к ближайшей звезде. Когда Voyager долетит до Проксимы, на Земле, возможно, уже будут другие разумные существа. Или человечество. Уже не будет. Корабль стартовал, когда люди только начинали осваивать космос. А прибудет он в мир, который мы не можем предсказать. Вот первое неочевидное следствие. Звезды видны невооруженным глазом. Миллиарды людей каждый день смотрят на них. Но добраться до звезд практически невозможно, даже до самой близкой. Проксима Центаврах – это только начало. Рассмотрим другие звезды, которые вы видите на небе. Сириус – самая яркая звезда ночного неба. Расстояние 8,6 светового года. Свет идет до Сириуса в 8,5 лет. Voyager 1 лететь до него почти 150 тысяч лет. Вега. Звезда, которую часто показывают в фильмах. Расстояние 25 световых лет. Voyager 1 понадобилось бы около 400 тысяч лет.
Полярная звезда. Навигационный ориентир в северном полушарии. Расстояние 430 световых лет. Voyager-1 потребовалось бы почти 8 миллионов лет. Свет, который вы видите от полярной звезды сегодня ночью, был испущен, когда на Земле только зарождались первые люди. Когда Homo sapiens только учился ходить на двух ногах, этот свет уже был в пути. А теперь рассмотрим галактику Андромеды. Это не звезда. Это целая галактика, содержащая около 2 триллионов звезд. Вы можете увидеть ее невооруженным глазом, как маленькое размытое пятнышко. Расстояние до Андромеды – 2,5 миллиона световых лет. Свет летел до нас 2,5 миллиона лет. Когда он отправился в путь, на Земле еще не было людей. Был только австралопитек. Это наш ближайший крупный сосед по Вселенной. Между звездами и галактиками огромное расстояние. Их даже свет преодолевает тысячелетиями и миллионами лет. Вернемся к началу. Почему звезды кажутся близкими соседями? Ответ связан с устройством человеческого зрения. Наш глаз – это неточный дальномер. У нас нет встроенного прибора для измерения расстояния до объекта. Вместо этого мозг использует косвенные признаки. Размер объекта, яркость, параллакс, смещение относительно фона. Но на больших расстояниях эти признаки перестают работать. Вы смотрели когда-нибудь на горы на горизонте? Они кажутся совсем рядом. Можно подумать, час ходьбы, и вы там. Но на самом деле до гор может быть 50 или 100 километров. А то и 200. То же самое со звездами. Только масштаб в миллиарды раз больше. Кроме того, звезды не имеют видимого углового размера для невооруженного глаза. Они выглядят как точки. Вы никогда не увидите диск звезды невооруженным глазом, только если это не наше Солнце. А точки не дают мозгу информации о глубине. 2 точки на черном фоне. Они могут быть рядом. Или одна из них может быть в 1000 раз дальше. Мозг не может это определить по одной картинке. Поэтому наша зрительная система воспринимает звезды как близкие. Это особенность физиологии, а не свойство космоса. Астрономы называют это проекцией на небесную сферу. Представьте себе огромный купол, внутри которого мы находимся. Мы как бы наносим звезды на этот купол, независимо от их реального расстояния. Если бы мы могли увидеть настоящее расстояние, небо выглядело бы совершенно иначе. Не было бы привычных созвездий. Орион рассыпался бы, Большая Медведица разлетелась бы в разные стороны. Каждая звезда оказалась бы в одиночестве, в своей собственной области пространства. Но как же астрономы узнали эти расстояния? Ведь никто не летал к звездам с рулеткой. Ответ – геометрия. Самый простой метод называется параллаксом. Вы могли замечать этот эффект в детстве. Вытяните палец перед носом, закройте один глаз, потом другой. Палец прыгает на фоне заднего плана. Это параллакс. Чем ближе палец к носу, тем больше прыжок. Чем дальше, тем меньше. То же самое со звездами. Только вместо пальца – звезда. Вместо 2 глаз – 2 положения Земли на орбите. Земля вращается вокруг Солнца. За полгода она перемещается с одной стороны орбиты на другую. Расстояние между этими 2 точками – 300 миллионов километров. Если сфотографировать звезду сейчас, а потом через полгода, она немного сместится на фоне очень далеких звезд. Это смещение и есть параллакс. Но есть проблема. Звезды очень далеко, поэтому смещение невероятно маленькое. Первый успешный параллакс измерили только в 1838 году. Это сделал немецкий астроном Фридрих Бессель. Он выбрал звезду 61 Лебедя. Смещение составило чуть больше 0,3 угловой секунды. Угловая секунда – это очень маленькая величина. Это 1/3600 часть градуса. Для сравнения. Луна на небе имеет угловой размер около 30 угловых минут. 1 минута – это 60 секунд. То есть Бессель измерил смещение в 10 000 раз меньше видимого размера Луны. Это все равно, что разглядеть человеческий волос с расстояния в несколько километров. Это было выдающееся достижение для 19 века. Сегодня мы делаем это гораздо точнее. В 2013 году Европейское космическое агентство запустило телескоп Гайа. Гайя находится в космосе, чтобы атмосфера Земли не мешала измерениям. Она измеряет параллаксы почти 2 миллиардов звезд. Точность до 10 микросекунд дуги. 10 микросекунд – это 1/100-миллионная часть градуса. Такая точность позволяет измерить толщину монеты с расстояния в несколько тысяч километров.
Благодаря ГАЕ мы имеем трехмерную карту окрестностей Солнца. Мы знаем положение каждой звезды в радиусе нескольких тысяч световых лет. И знаем, что все они находятся далеко. Человеческий мозг с трудом воображает такие расстояния. Но можно использовать аналогии. Вот одна из лучших аналогий, предложенная астрономами. Уменьшим Солнце до размеров апельсина. Диаметр апельсина около 10 сантиметров. В этом масштабе Земля будет крошечной песчинкой. Ее диаметр меньше миллиметра. Где будет и эта песчинка относительно апельсина? На расстоянии примерно 10 метров, то есть апельсин Солнце в центре. Песчинка Земля в 10 метрах от него. Это размер футбольного поля. Плутон в этом масштабе находится на расстоянии 400 метров. Почти полкилометра. Теперь вопрос. Где в этом масштабе будет ближайшая звезда? Проксима Центавра. Не в 10 метрах. Не в 400. На расстоянии 2700 километров. От Москвы до Парижа. От Лондона до Рима. От Нью-Йорка до Хьюстона. Апельсин в одном городе. Другой апельсин в другом городе. Между ними пустота. Только редкие песчинки планеты пыль. Вот что такое межзвездное пространство в доступном масштабе. Вторая аналогия про время. Представьте, что вы едете на машине со скоростью 100 км в час. По хорошей трассе. Без остановок. Сколько времени вам потребуется, чтобы доехать до Солнца? Расстояние от Земли до Солнца – 150 миллионов километров. При 100 километрах в час вам нужно ехать 1 миллион 500 тысяч часов. Это 170 лет непрерывной езды. Это только до Солнца. А до звезд? До Проксимы Центавра на машине вы будете ехать 45 миллионов лет. На пассажирском самолете со скоростью 900 км в час – 5 миллионов лет. На космическом корабле «Союз» со скоростью 8 км в секунду – 150 тысяч лет. И это только до ближайшей звезды. Итак, масштаб осознан. Теперь перейдем к главному вопросу. Почему расстояния такие большие? Почему звезды не рождаются вплотную? Чтобы ответить, нужно заглянуть в колыбель звезд. Звезды не возникают из ничего и не появляются на пустом месте. Они рождаются внутри гигантских облаков газа и пыли. Эти облака астрономы называют молекулярными облаками или гигантскими молекулярными комплексами. Они состоят в основном из водорода, самого простого и самого распространенного элемента во Вселенной. Температура внутри таких облаков около минус 260 градусов по Цельсию. Это очень холодно, холоднее, чем в любом месте на поверхности Земли. Холоднее, чем на Плутоне. Низкая температура важна потому, что холодный газ легче сжимается. При низкой температуре молекулы движутся медленно. Им проще слипнуться под действием гравитации. Теперь о плотности. Можно предположить, что облако, рождающее звезды, должно быть очень плотным, как сталь или вода. Но это не так. Плотность газа в молекулярном облаке около 1000 молекул на кубический сантиметр. Звучит много. Но воздух, которым вы дышите, содержит около 10 миллиардов молекул в том же объеме. То есть молекулярное облако в миллиарды миллиардов раз разрежение земной атмосферы. По земным меркам это вакуум. Идеальный вакуум. Но по космическим меркам это очень плотно. Обычное межзвездное пространство имеет плотность 1 атом на кубический сантиметр, иногда даже меньше. Молекулярное облако плотнее в 1000 раз, поэтому оно и притягивает внимание гравитации. Масса типичного молекулярного облака от нескольких тысяч до нескольких миллионов солнечных масс. Размер – десятки или даже сотни световых лет. Это огромные структуры. Огромные горы из газа, плавающие в космосе. Внутри этих облаков есть более плотные участки. Они называются ядрами. И именно из этих ядер рождаются звезды. Теперь ключевой момент. Физика процесса. Почему газ в облаке не сжимается весь сразу в одну гигантскую звезду? Потому что газ сопротивляется сжатию. У газа есть давление, температура, магнитные поля. Гравитация пытается сжать облако, а давление газа пытается его расширить. Это противоборство двух сил. Звезда рождается только тогда, когда гравитация побеждает. В астрофизике есть понятие «предел Джинса». Оно названо в честь британского физика Джеймса Джинса. Предел Джинса – это минимальная масса, при которой кусок газа может сжаться сам в себя под действием собственной гравитации. Если масса ниже предела, облачко рассеивается, давление разгоняет его. Если масса выше предела, начинается коллапс.
Газ падает внутрь. Формируется протозвезда. Для типичных условий в молекулярном облаке предел Джинса составляет примерно 1-2 массы Солнца. Поэтому большинство звезд имеют массу, близкую к солнечной. Или чуть больше. Или чуть меньше. Но есть важный нюанс. Облако не сжимается целиком. Оно фрагментируется, дробится на тысячи мелких сгустков. Представьте, что вы сжимаете большой кусок глины. Он не превращается в один шар. Он распадается на много маленьких комочков. То же самое с газом. Неоднородности внутри облака приводят к тому, что коллапс идет не в одну точку, а во множество точек одновременно. В результате из одного молекулярного облака рождается не одна звезда, а целое скопление. От нескольких десятков до нескольких тысяч звезд. На этом этапе звезды находятся действительно близко друг к другу. Расстояние между молодыми звездами в таком скоплении всего лишь десятые доли светового года. Это в 20-30 раз меньше, чем расстояние от Солнца до Проксимы Центавра. То есть сначала звезды – компактная группа. Почему же тогда сейчас мы видим пустоту? Потому что эта компактная группа не сохраняется надолго. Звездное скопление – это не вечная структура. С первого дня своего существования оно начинает распадаться. Снова виновата гравитация, но теперь другим образом. Внутри скопления звезды имеют разные массы. Есть тяжелые звезды в 10, 20, 100 раз тяжелее Солнца. Есть легкие звезды, карлики, которые весят в 10 раз меньше Солнца. Эти разные звезды по-разному взаимодействуют друг с другом. Представьте себе бильярдный стол. Тяжелые шары и легкие шары. Они сталкиваются, обмениваются энергией. Тяжелый шар при столкновении почти не меняет скорость. Легкий отлетает очень далеко. То же самое в звездном скоплении. Когда тяжелая звезда пролетает мимо легкой, гравитация передает импульс. Тяжелая звезда почти не меняет путь. Легкая получает мощный импульс и улетает прочь. В результате такого обмена энергией происходит расслоение. Тяжелые звезды теряют кинетическую энергию и опускаются к центру скопления. Легкие звезды, наоборот, набирают энергию и уходят на периферию. Со временем самые быстрые легкие звезды набирают скорость, достаточную для того, чтобы навсегда покинуть скопление. Они становятся звездами-одиночками. В астрономии их называют звездами поля. Этот процесс называется динамической эволюцией. Он неизбежен для любого скопления. Время, за которое скопление теряет большую часть звезд, называется временем релаксации. Для типичного рассеянного скопления время релаксации – десятки миллионов лет. Полное рассеивание занимает несколько сотен миллионов лет. По космическим меркам это очень быстро. Солнце родилось в каком-то скоплении. Это произошло 4,5 миллиарда лет назад. Скопление давно распалось. Его члены разлетелись по всей галактике. Теперь Солнце – звезда поля. Его ближайший сосед – на расстоянии 4 световых лет. Но динамическая эволюция – не единственная причина распада скоплений. Галактика сама активно способствует рассеиванию звезд. Как? С помощью спиральных рукавов и гигантских молекулярных облаков. Рассмотрим спиральные рукава. Млечный Путь – спиральная галактика. У нас есть 4 основных рукава. Рукав Стрельца, рукав Персея, рукав Лебедя, рукав Центавра. Солнце находится в маленьком ответвлении между двумя рукавами. Мы живем в относительно разреженной области. Когда звездное скопление влетает в спиральный рукав, происходят следующие процессы. Спиральный рукав – это область повышенной плотности газа и звезд. Гравитация рукава начинает тянуть скопление в разные стороны. Ближняя к рукаву часть скопления притягивается сильнее, дальняя – слабее. Скопление начинает вытягиваться, в конце концов оно разрывается, звезды с краев отрываются и уходят в свободный полет. Теперь о гигантских молекулярных облаках. Это те самые облака, где рождаются звезды. Но они же и разрушают скопление. Когда звездное скопление пролетает мимо такого облака, гравитация облака действует как возмущающая сила. Облако вытягивает звезды из скопления. Особенно те, которые находятся на краю. Так каждое такое прохождение отрывает от скопления несколько звезд. За несколько десятков миллионов лет от скопления почти ничего не остается. В результате подавляющее большинство звезд в галактике – это не члены скоплений. Это одиночки. Они движутся по индивидуальным орбитам вокруг центра галактики. Встречаются редко, сближаются еще реже, сталкиваются практически никогда. Теперь оценим масштаб населения нашей галактики. Сколько звезд в Млечном Пути? Астрономы оценивают это число от 100 до 400 миллиардов. 100 миллиардов – это 100 тысяч миллионов.
Если бы вы начали считать звезды со скоростью 1 звезда в секунду без сна и отдыха, вы насчитали бы 100 миллиардов примерно за 3000 лет. 3000 лет непрерывного счета, и это только в нашей галактике. А теперь умножьте на 100 миллиардов галактик в наблюдаемой Вселенной. Общее число звезд во Вселенной примерно 10 в 24 степени. Это единица с 24 нулями. И это число больше, чем количество песчинок на всех пляжах Земли. Но даже при таком колоссальном количестве звезд пространство между ними остается пустым, потому что объем галактики еще больше. Средняя плотность звезд в окрестностях Солнца примерно 0,14 звезды на кубический парсек. Парсек – это астрономическая единица расстояния, 3,26 светового года, около 31 триллиона километров. 0,14 звезды на кубический парсек означает, что среднее расстояние между звездами около 2 парсек, то есть 6,5 световых лет. Наше Солнце находится в относительно малолюдном районе. В центре галактики плотность звезд выше, в 1000 раз. Там расстояния между светилами могут составлять десятки миллиардов километров. Это все еще огромно, но значительно меньше, чем в окрестностях Солнца. В шаровых скоплениях плотность еще выше. Тысячи звезд могут быть сжаты в объеме радиусом в несколько десятков световых лет. В центре шарового скопления расстояния между звездами могут быть сравнимы с расстоянием от Солнца до Плутона – несколько световых часов. Но даже там звезды не касаются друг друга. Их размеры слишком малы по сравнению с расстояниями между ними. Вероятность столкновения двух звезд в галактическом диске чрезвычайно мала. Диаметр Солнца около 1 400 000 километров. Расстояние до ближайшей звезды – 40 триллионов километров. Если разделить расстояние на диаметр, получится примерно 30 миллионов, то есть между Солнцем и Проксимой Центавра можно разместить 30 миллионов Солнц в ряд. Астрономы вычислили среднее время между столкновениями для отдельной звезды в галактическом диске. Оно составляет около 10 в 15 степени лет. Это в 100 миллионов раз больше возраста Вселенной. С момента Большого взрыва ни одна звезда в нашей галактике не столкнулась с другой звездой. Даже в плотных шаровых скоплениях, где звезд в 1000 раз больше, столкновения крайне редки. Они случаются раз в 100 миллионов лет. И тогда звезды не взрываются, а сливаются в одну более массивную звезду. Это подводит нас к важному факту. Галактики сталкиваются. И довольно часто. Млечный Путь движется к галактике Андромеды со скоростью около 110 км в секунду. Через 4,5 миллиарда лет они столкнутся. Когда это произойдет, обе галактики изменят свою форму. Гравитация исказит их. Они сольются в одну гигантскую эллиптическую галактику. Но звезды при этом практически не столкнутся. Почему? Потому что между звездами слишком много пустоты. Можно представить 2 роя пчел. Каждый рой летит навстречу другому. Пчелы проходят сквозь строй, не задевая друг друга. То же самое с галактиками. Звезды просто пролетают мимо друг друга. Расстояния между ними остаются огромными. Что действительно сталкивается так, это межзвездный газ. Газовые облака в галактиках имеют размеры в 1000 раз больше, чем звезды. Они цепляются друг за друга, сжимаются, нагреваются. Из этого сжатого газа рождаются новые звезды. Это называется вспышкой звездообразования. Но старые звезды выживают. Они просто меняют свои орбиты. Даже в центре сталкивающихся галактик, где плотность максимальна, вероятность столкновения двух конкретных звезд примерно 1 миллиардная. Теперь коснемся темной материи. Мы говорили о гравитации звезд, газа, галактик. Но есть еще один компонент. Около 85% всей материи во Вселенной – это темная материя. Мы не знаем, из чего она состоит. Ее нельзя увидеть. Ее нельзя потрогать. Она не излучает, не отражает и не поглощает электромагнитное излучение. То есть свет, тепло, радиоволны. Но мы знаем, что она существует, потому что видим ее гравитационное влияние. Звезды на окраинах галактик вращаются слишком быстро. Быстрее, чем можно объяснить видимой массой. Если бы не было темной материи, эти звезды разлетелись бы. Их не удержала бы гравитация одних только звезд и газа. Но они не разлетаются. Значит, есть дополнительная невидимая масса. Темная материя, она образует огромные гало вокруг галактик. Эти гало в 10 раз больше самих галактик. Внутри этих невидимых гало и располагаются галактики. Темная материя не участвует в рождении звезд напрямую. Но она влияет на гравитационный потенциал галактик.
а значит, косвенно и на распределение звезд. Если бы темной материи не было, галактики были бы меньше и компактнее. Возможно, расстояния между звездами были бы иными, но это точно неизвестно. Вернемся к звездам. Есть еще один важный фактор – эффективность звездообразования. Это доля газа в облаке, которая превращается в звезды. Эта доля очень мала. Всего 1–2%. Иногда меньше, то есть из 100 килограммов газа в молекулярном облаке в звезды превращается только 1–2 килограмма, остальное рассеивается обратно в космос. Почему так мало? Потому что как только первые звезды зажигаются, они начинают разрушать свое родное облако. Этот процесс называется обратной связью. Молодые массивные звезды излучают ультрафиолет. Этот свет настолько энергичен, что выбивает электроны из атомов газа. Газ ионизируется, нагревается до 10 тысяч градусов. Горячий газ расширяется. Очень быстро. Со сверхзвуковой скоростью. Он выдувается из облака. Звездные ветры – потоки частиц, которые звезда выбрасывает в космос. Также удаляют газ. А когда самые массивные звезды взрываются сверхновыми, ударная волна сметает остатки облака. Облако исчезает, а звезд в нем родилось всего несколько десятков или сотен. Эффективность превращения газа в звезды составляет 1–2%. Это одна из главных причин, почему звезды так редки. Даже в местах их рождения газа гораздо больше, чем самих звезд. Но есть и другие причины, снижающие эффективность. Магнитные поля. Вся межзвездная среда пронизана магнитными полями, очень слабыми по земным меркам, но значимыми для разреженного газа. Магнитное поле не позволяет газу свободно сжиматься. Упрощенная аналогия. Газ может течь вдоль магнитных линий, но сжатие поперек линий требует преодоления магнитного давления. Это занимает миллионы лет. Процесс называется амбиполярной диффузией. Из-за него газ сжимается медленно. За это время облако может успеть развалиться. Кроме того, внутри облаков есть турбулентность. Турбулентность – это хаотические вихри, как в закипающей воде. Только в космосе масштабы турбулентности десятки световых лет. Эти вихри создают локальные уплотнения, в них рождаются звезды. Но одновременно турбулентность не дает облаку сжаться целиком. Она разрывает его на куски. Вот почему из огромного облака получается лишь горстка звезд, а остальное пространство остается пустым. Теперь посмотрим на галактику целиком. Галактики имеют определенную форму и размер. Млечный Путь – это диск диаметром около 100 тысяч световых лет. 100 тысяч световых лет в 25 тысяч раз больше расстояния до Проксимы Центавра. Если уменьшить галактику до размера футбольного поля, то расстояние между звездами будет соответствовать песчинкам, рассыпанным по этому полю. Галактика плоская. Толщина звездного диска в центре – несколько тысяч световых лет. На окраинах еще тоньше. Почему галактика такая плоская и растянутая? Потому что она вращается. Вся материя, из которой сформировалась галактика, имела момент вращения, как фигуристка, которая вращается с вытянутыми руками. Когда газ сжимался под действием гравитации, он начинал вращаться быстрее. Это закон сохранения момента импульса. Центробежная сила не дала газу сжаться в шар. Она сплющила его в диск. Так сформировались спиральные галактики. Размер галактик огромен, а звезд в них относительно мало. Средняя плотность вещества в галактике примерно 1 атом на кубический сантиметр. Это в 1000 раз меньше, чем в лучшем земном вакууме. Звезды – это крошечные островки плотности в океане пустоты. Объем, занимаемый самими звездами, составляет ничтожную долю от объема галактики. Если бы все звезды галактики равномерно размазать по диску, плотность была бы такой же, как в межзвездном газе. То есть почти ничего. Мы привыкли к ярким фотографиям туманностей и галактик, но на этих фотографиях цвета усилены, контраст повышен. В реальности, если бы вы пролетели сквозь галактику на космическом корабле, вы бы почти ничего не видели. Только черноту. Иногда бы далекую точку звезды. Остается самый глубокий вопрос. Почему Вселенная вообще такая? Почему в ней столько пустоты? Почему физические параметры именно такие? Чтобы ответить, нужно заглянуть в первые мгновения после Большого взрыва. Вселенная возникла примерно 13,8 миллиарда лет назад. В первые секунды она была невероятно плотной и горячей. Кварки, электроны, фотоны – все было смешано. Потом началось расширение. Пространство растягивалось, остывало. Расширение было не совсем равномерным. Были крошечные флуктуации, колебания плотности. В одном месте частиц чуть больше, в другом чуть меньше.
Эти флуктуации были очень маленькими, примерно 1/100-тысячная доля. Но гравитация усилила их. Там, где плотность была чуть выше, материя притягивала к себе еще больше материи. Области сгущения становились плотнее, области разрежения пустее. Этот процесс занял миллиарды лет. В конце концов, самые плотные области превратились в галактики, звезды, планеты. Пустые области остались пустыми. Сегодня мы видим эту структуру. Галактики собраны в нити и стены. Между ними гигантские пустоты, войды. Диаметр самых больших войдов – сотни миллионов световых лет. В одном таком войде может быть всего несколько галактик на объем в миллиарды кубических световых лет. Расстояние между звездами внутри галактик – это отражение расстояний между галактиками. А расстояние между галактиками – отражение крошечных флуктуаций плотности в ранней Вселенной. Теперь обратимся к антропному принципу. Мы находимся на планете Земля, у нас есть разум. Мы задаем вопросы о космосе. Сам факт нашего существования накладывает ограничения на то, какую Вселенную мы можем наблюдать. Если бы расстояния между звездами были слишком маленькими, гравитация соседей дестабилизировала бы планетные системы. Орбиты планет стали бы хаотичными. Климат – нестабильным. Жизнь, вероятно, не возникла бы. Если бы расстояния между звездами были слишком большими, тяжелые элементы не успели бы распространиться по галактике. Не было бы углерода, кислорода, железа, не было бы каменистых планет. Жизни тоже не было бы. Если бы плотность материи во Вселенной была выше, галактики были бы плотнее. Слишком много сверхновых, слишком много радиации. Если бы плотность материи была ниже, галактики не сформировались бы вообще. Наша Вселенная находится в узком диапазоне параметров, допускающем существование жизни. Мы наблюдаем именно такие расстояния между звездами, потому что если бы они были другими, нас бы не существовало. Рассмотрим гипотетический сценарий. Представим, что Проксима Центавра находится не в 4 световых годах от Солнца, а в 4 световых днях. Расстояние уменьшилось в 365 раз. Что изменилось бы? Первое. Ночное небо. Проксима Центавра светила бы как сотня полных лун. Тени от звезд падали бы на Землю ночью. Понятие «темная ночь» не существовало бы. Второе. Гравитация. Проксима Центавра имеет массу примерно 1/8 массы Солнца. С расстояния в 4 световых дня она бы ощутимо притягивала Землю. Орбита Земли не была бы идеальным кругом, она бы колебалась. Гравитационные возмущения от близкой звезды раскачивали бы орбиту. Земля то приближалась бы к Солнцу, то удалялась. Климат менялся бы катастрофически. Ледниковые периоды сменялись бы парниковыми за несколько тысяч лет. Третье. Близкая звезда постоянно бомбардировала бы Солнечную систему своими кометами и астероидами. Гравитация Проксимы вырывала бы куски из внешних областей и направляла их во внутреннюю систему. Частота падений крупных астероидов на Землю выросла бы в 1000 раз. Четвертое. Радиация. Близкая звезда испускает звездный ветер, поток заряженных частиц. Этот ветер достигал бы Земли за несколько дней. Атмосфера не успевала бы его отражать. Уровень радиации на поверхности был бы смертельным для сложных организмов. В такой конфигурации сложная жизнь, вероятно, не возникла бы. Расстояния в несколько световых лет достаточно велики, чтобы планетные системы оставались стабильными, но достаточно малы, чтобы звезды могли обогащать межзвездную среду тяжелыми элементами. Теперь рассмотрим другую крайность. Звезды в 100 раз дальше. Проксима Центавра не в 4, а в 400 световых годах. Ночное небо было бы почти пустым. Большинство звезд были бы не видны невооруженным глазом. Вместо 1000 звезд – несколько десятков. Вместо яркого Млечного Пути – бледная полоска. Человеческая цивилизация, возможно, никогда бы не заинтересовалась астрономией. Звезды были бы слишком тусклыми. Кроме того, если звезды дальше, галактика разрежена. А значит, в ней мало тяжелых элементов. Тяжелые элементы рождаются в сверхновых. Чем дальше звезды друг от друга, тем реже сверхновые обогащают газ. В такой галактике газ оставался бы почти чистым водородом и гелием. Без углерода, кремния, кислорода невозможно сформировать каменистую планету. Только газовые гиганты, Земли бы не было, жизни бы не было. Наблюдаемые расстояния находятся в диапазоне, благоприятном для формирования планет и долгосрочной стабильности. Теперь коротко об истории измерений. Древние греки считали, что звезды – это огоньки на небесной сфере. Расстояние до них оценивалось в несколько миллионов километров. Аристотель полагал, что Вселенная конечна. За сферой звезд – ничего. Птолемей построил геоцентрическую модель с небольшими расстояниями до звезд. В
В XVI веке Коперник поместил Солнце в центр. Земля стала двигаться по орбите. Возникла проблема. Если Земля движется, звезды должны смещаться. Параллакс должен быть виден, но его не было видно. Коперник объяснил это тем, что звезды очень далеко, настолько далеко, что параллакс слишком мал. Цифр он не знал. Прошли 300 лет. В 1838 году Фридрих Бессель измерил параллакс звезды 61 Лебедя. Он получил расстояние около 11 световых лет. В том же году Томас Хендерсон измерил параллакс Альфы Центавра. Он получил 4,3 световых года. Человечество впервые узнало реальные масштабы. Затем пришел 20 век. Выяснилось, что наша галактика не вся Вселенная. Есть другие галактики на расстояниях в миллионы световых лет. А потом миллиарды. Сегодня мы знаем, что наблюдаемая Вселенная имеет радиус около 46 миллиардов световых лет. В этой бесконечности сотни миллиардов галактик, в каждой сотни миллиардов звезд. И между каждой парой звезд пустота. Теперь о возможности межзвездных путешествий. При современной физике они практически невозможны. Чтобы долететь до Проксимы Центавра за 50 лет, нужна скорость около 1/10 скорости света – 30 тысяч километров в секунду. Кинетическая энергия корабля массой 1 тонна на такой скорости – около 400 миллиардов джоулей. Это энергия 10 миллионов тонн нефти. Чтобы разогнать корабль, нужно топливо. Но топливо тоже имеет массу. Возникает порочный круг. Для химических ракет эта задача неразрешима. Требуется топливо больше, чем масса Вселенной. Для ядерных двигателей чуть лучше, но все равно тысячи лет полета. Ионные двигатели эффективны, но очень слабы. Разгон занимает десятилетия. Проект Breakthrough Starshot предлагает отправку крошечных зондов с лазерным парусом. Зонды весом в граммы разгоняются до 20% скорости света за несколько минут. За 20 лет они долетают до Проксимы. Но это только зонды, беспилотные, хрупкие. О пилотируемом полете речи не идет. Специальная теория относительности предлагает теоретическую лазейку при скорости, близкой к скорости света. Время для путешественника замедляется. На скорости 99,5% от скорости света замедления времени в 10 раз. 40 лет по земным часам превращаются в 4 года для космонавта. Но разогнаться до такой скорости невероятно трудно. Нужна энергия, эквивалентная взрыву атомной бомбы на каждый килограмм массы. Кроме того, при такой скорости межзвездная среда становится смертельной. Отдельные атомы водорода врезаются в корабль с энергией космических лучей. Защита потребует метрового слоя свинца. А это дополнительная масса. Фоновое космическое излучение сместится в жесткий гамма-диапазон. Это смертельная доза за секунды. Таким образом, физические законы устанавливают жесткие ограничения на межзвездные перелеты. Скорость света – это барьер, который невозможно преодолеть для макроскопических объектов. В научной фантастике обсуждаются кротовые норы и варп-двигатели. Кротовая нора – гипотетический тоннель через пространство-время. Теоретически, общая теория относительности допускает их существование. Но для проходимой кротовой норы нужна экзотическая материя с отрицательной плотностью энергии. Ее существование не подтверждено. Варп-двигатель, метрика Алькубьере, сжимает пространство впереди корабля и расширяет позади. Корабль не движется быстрее света относительно локального пространства. Но для этого опять нужна экзотическая материя. Кроме того, варп-пузырь невозможно включить изнутри. Большинство физиков считают эти концепции математической возможностью, но не физической реальностью. Вернемся к астрономии. Расстояния между звездами связаны с их возрастом. Молодые звезды рождаются в молекулярных облаках. Они группируются в скопления. Они окружены газом и пылью. Их можно наблюдать в спиральных рукавах галактик. Там, где много газа. Старые звезды, напротив, рассеяны по всему диску. Они одиночки. Солнце – старая звезда. Ему 4,5 миллиарда лет. Оно давно покинуло свое скопление. Есть звезды в галактическом гало. Это очень старые звезды, 10-12 миллиардов лет. Они родились, когда галактика только формировалась, они движутся по вытянутым орбитам, поднимаясь высоко над плоскостью диска. Расстояния между такими звездами огромны, десятки и сотни световых лет. Шаровые скопления – это плотные звездные системы. 10 тысяч, миллион звезд в объеме радиусом в несколько десятков световых лет. В центре шарового скопления расстояния между звездами могут составлять несколько десятков миллиардов километров. Сравнимо с расстоянием от Солнца до внешней границы Солнечной системы. Но таких скоплений в галактике мало, около 150.
Расстояния между звездами не всегда были такими. И не всегда будут. Первые звезды во Вселенной были гигантами, в сотни солнечных масс. Они жили всего несколько миллионов лет. Расстояния между ними могли быть небольшими, тысячи астрономических единиц. Но эти звезды быстро умирали. Галактики росли, звезды разбегались, расстояния увеличивались. В будущем, после слияния Млечного Пути с Андромедой, расстояние временно уменьшаться, через несколько десятков миллиардов лет запасы газа в галактике закончатся. Новые звезды перестанут рождаться. Останутся белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Гравитация будет постепенно выбрасывать их из галактик. Каждый объект отправится в одиночное путешествие. Через 100 триллионов лет большинство бывших звезд окажутся в межгалактическом пространстве. Расстояния между ними будут измеряться миллионами световых лет. Теперь о местном пузыре. Солнечная система находится внутри области пониженной плотности межзвездного газа диаметром около 300 световых лет. Плотность газа внутри пузыря в 10 раз меньше средней по галактике. Пузырь образовался в результате взрывов нескольких сверхновых 10-20 миллионов лет назад. Взрывы выдули газ из этой области. Мы сейчас внутри этой полости. Разреженный газ пропускает больше света и меньше радиации. Стенки пузыря плотные молекулярные облака. Ближайшие области звездообразования находятся на расстоянии от 400 до 500 световых лет. Не все области галактики одинаково благоприятны для жизни. Слишком близко к центру – высокая плотность звезд. Много сверхновых – высокий уровень радиации. Планетные системы нестабильны. Слишком далеко от центра – мало тяжелых элементов. Не из чего сделать каменистые планеты. Есть оптимальная зона – кольцо в диске галактики. Солнце находится в этой зоне на расстоянии около 26 тысяч световых лет от центра. Здесь плотность звезд умеренная. Частота сверхновых низкая. Металличность достаточно для формирования планет. Для измерения расстояний дальше, чем позволяет параллакс, астрономы используют лестницу расстояний. Первая ступень Цефеиды. Это переменные звезды. Период их пульсации связан со светимостью. Зная период, можно вычислить реальную яркость. Сравнивая с видимой яркостью, получают расстояние. Цефеиды позволяют измерять расстояние до десятков миллионов световых лет. Вторая ступень – сверхновые типа 1А. Это взрывы белых карликов. Они всегда имеют одинаковую реальную яркость. По видимой яркости определяют расстояние до галактик. До миллиардов световых лет. Третья ступень – красное смещение. Чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется из-за расширения Вселенной. Быстрее значит, свет сдвигается в красную сторону сильнее. Измерив красное смещение, можно определить расстояние. До десятков миллиардов световых лет. Это лестница, параллакс. Цефеиды, сверхновые, красное смещение. Позволяет измерить Вселенную. Все измерения подтверждают одно. Звезды находятся далеко. Пустота между ними – главная характеристика космоса. Парадокс Ферми. Физик Энрико Ферми в 1950 году спросил: где же все? Если звезд так много, если вокруг них есть планеты, если жизнь должна возникать часто, то почему мы не наблюдаем инопланетных цивилизаций? Одно из возможных объяснений – большие расстояния. Предположим, в галактике существует 100 тысяч разумных цивилизаций. Это одна цивилизация на миллион звезд. Среднее расстояние между ними будет около 500 световых лет. Сигнал идет 500 лет, ответ – еще 500. Диалог невозможен. Межзвездный зонд будет лететь тысячи лет. Расстояния между звездами превышают время жизни технологических цивилизаций. Возможно, внеземные цивилизации существуют, но межзвездные расстояния делают контакт практически невозможным. Подведем итоги. Расстояния между звездами велики по нескольким причинам. Первое. Звезды рождаются из разреженного газа. Даже в плотных облаках пустоты больше, чем вещества. Вторая. Эффективность звездообразования 1-2%. Остальной газ рассеивается. Третье. Звездные скопления распадаются под действием гравитации. Звезды становятся одиночками. Четвертое. Галактика способствует распаду скоплений через спиральные рукава и молекулярные облака. Пятое. Галактики имеют большие размеры. Плотность звезд в них ничтожна. Шестая. Темная материя влияет на гравитационный потенциал галактик. Седьмая.
Космологические флуктуации в ранней Вселенной были очень малы, что привело к неравномерному, но не экстремально неравномерному распределению материи. 8. Антропный принцип. Наблюдаемые параметры Вселенной допускают существование жизни. Все эти факторы работают совместно. Результат – 4 световых года до ближайшей звезды. 4 года света. 70 тысяч лет полета Вояджера. В далеком будущем Млечный Путь столкнется с Андромедой. Галактики сольются в одну – Мелкомеду. Расстояние между звездами временно уменьшится, затем запасы газа истощатся, звезды перестанут рождаться. Через 100 триллионов лет нормальных звезд не останется, только белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Гравитация выбросит их из галактик. Расстояния будут измеряться миллионами световых лет. Через миллиардов лет, если протоны нестабильны, материя распадется. Останутся только фотоны, нейтрино и черные дыры. Черные дыры испарятся через излучение Хокинга. Это займет 10 в 100 степени лет. Когда испарится последняя черная дыра, во Вселенной не останется объектов, между которыми можно измерить расстояние. Понятие расстояния потеряет смысл. Мы начали с вопроса: почему расстояния между звездами такие большие? Теперь мы знаем ответ. Это результат физики газа, гравитации, эффективности звездообразования, динамики скоплений, размеров галактик, космологических флуктуаций, темной материи и антропного принципа. Все эти процессы привели к тому, что ближайшая звезда находится в 4 световых годах. Расстояния огромны. Свет преодолевает их за годы, человеческие аппараты – за десятки тысяч лет. Человечество научилось смотреть через эту пустоту. Мы построили телескопы, измерили параллаксы, открыли другие галактики. Мы знаем, что наша планета – одна из миллиардов. Наша звезда – одна из миллиардов. Наша галактика – одна из миллиардов. Все это разделено пространством. Расстояние между объектами – наблюдаемый факт, а не метафора.